Беларусь переместила несколько «Искандеров» в Минской области, сообщают мониторинговые группы. При этом Минобороны республики ни слова об этих движениях. К чему готовятся войска Лукашенко? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Зеленский попал под обстрел во время визита в Одессу греческого премьера. По ком целилась российская армия? Мария Захарова угрожает испепелить Европу. В МИД РФ обозначили новые цели. Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать, подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы. Брат Бориса Ельцина сказал, кто должен стать следующим президентом РФ. Всем покончить с ней, ведь мир-то не такой уже. Дорогие зрители, для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Москва требует ответов и готова отвечать. Настоящая истерика охватила Марию Захарову. Во-первых, решила заступиться за Лаврова, который пожаловался, что с ним не захотели встречаться европейские дипломаты. Им глава МИД РФ хотел посоветовать не вмешиваться в так называемые выборы президента РФ. Хотя непонятно, как эти дипломаты могут помешать на давно отрепетированный Кремлем спектакль. Кроме того, Захарова заявила, что странам Европы надо быть готовым к войне с РФ. И не простой, а ядерной. В случае появления на севере Европы американского ядерного оружия, безопасность принимающих это оружие стран не только не укрепится, а она явным образом пострадает. Потому что и другие страны-соседи, страны континента, а учитывая, так сказать, нынешнее развитие технологий, я думаю, что страны не только этого континента будут вынуждены все это учитывать. Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать, подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и, естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО. А мы понимаем, что именно к этому форсированно ведут дело США и их сателлиты. Удивительно, но в среду Песков нелестно высказывался о тех, кто хочет ядерной войны, вероятно, отправив таким образом некий сигнал, в том числе и Захаровой. Эти люди ядерной войны. Если они люди, если у них есть голова, то они должны бояться это на уровне инстинкта самосохранения. Человек должен иметь инстинкт самосохранения, он должен иметь страх. Ядерная война – это последнее средство, прощальное средство. Отмечу, что ядерные угрозы звучат пока только из Москвы. Лишь за год с начала полномасштабного вторжения один только Медведев говорил о ядерном ударе не менее 60 раз, подсчитывали журналисты. На Западе все эти заявления слышат и говорят, что это блеф и демонстрация бессилия Кремля. Россия расцветет и запахнет. Фактически таким, по мнению председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, будет новый этап России после так называемых выборов. Памфилова называет его историческим и успешным. Кроме того, на полном серьезе говорит, что избирательная система России – это абсолютно уникальный, независимый общественно-государственный институт. Мы должны все делать и сразу. Нас загнали в такую ситуацию. И возвращаясь непосредственно уже к избирательной системе, а у нас все, большинство понимают людей, насколько важны эти выборы президента, как никогда. Почему выбирать необходимо вновь Путина, Памфилова особенно не уточняет. В то же время в российской глубинке, в селе Будка, на родине Ельцина уверены, что Путина надо поменять на женщину. Однако, как мы помним, кандидаток нет. Проголосовать нам сейчас в нашей стране за женщину, дрочливость нашу, вредную всем, и нам, и окружающим всем, покончить с ней, ведь мир-то не такой уже.
Юлия Навальная абсолютно не согласна с Памфиловой, особенно в вопросе того, что из себя представляет избирательная система России. Предлагает принять участие в мирной акции протеста «Полдень против Путина», которая состоится уже через 10 дней. Впереди голосование на выборах президента. Да, они полная фикция и фальшивка. Путин нарисует себе любой результат, который ему по душе. Хоть 80, хоть 180%. Но мы все равно можем эти так называемые выборы использовать против него. Использовать для достижения наших с вами целей. Как именно это сделать, нам успел рассказать сам Алексей. Нам нужно использовать день выборов, чтобы показать, что мы есть и нас много. Мы настоящие, живые, реальные люди. И мы против Путина. Нужно прийти на участок в один день и в одно время, 17 марта в полдень. Что делать дальше, выбирать вам. Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Вы можете испортить бюллетень. Вы можете написать на нем крупно «Навальный». 303 миллиона евро готова потратить Латвия на укрепление границ с Белоруссией и Россией. План уже утвержден и является частью создания Балтийской линии обороны. Вдоль всей границы с РБ и РФ должны появиться оборонительные позиции для солдат, различные заграждения, противотанковые рвы. Работы начинаются уже в этом месяце и будут длиться на протяжении 5 лет. Тем временем в России прошли очередные совместные учения российских оккупантов с белорусскими военными. А еще белорусские войска решили потренироваться недалеко от границ с Польшей. Испытывали свои силы на реке Неман. Там белорусы, которые остаются. И почему именно Лукашенко продолжает репрессии? Потому что он понимает, что большинство белорусского народа, которое остается в стране, не выехало, оно не поддерживает, не разделяет его агрессию, то, что он, по сути, является марионеткой Путина. Так мы видим это из определенных социологических исследований, опросов, личного общения с белорусами. Поэтому мы понимаем, мы знаем, что настанет то окно возможностей, когда белорусы проявят себя, заявят о себе, потому что ничего в сознании белорусов, по мнению белорусов, в отношении к режиму Лукашенко не изменилось с 2020 года. Израиль и Хамас никак не могут договориться о 6-недельном прекращении огня. В США считают, что если стороны не придут к соглашению, то это чревато некими повышенными рисками. Напомню, что и Израиль, и Хамас хотели, чтобы это перемирие совпало с началом Рамадана, то есть уже на следующей неделе. Госсекретарь Блинкен и министр Ганс также обсудили усилия по достижению соглашения о 6-недельном прекращении огня, которое обеспечит освобождение всех заложников и поможет облегчить страдания палестинского народа. Как сказал министр, у нас есть возможность достичь немедленного прекращения огня. И именно Хамас должен принять решение о том, готов ли он согласиться на него. Хамас и правда не могут определиться, чего они хотят. Предложение Израиля они отклоняют, но при этом говорят, что хотят диалога при участии посредников. Враг не получит за столом переговоров того, чего он не смог добиться на поле боя. Безопасность нашего народа будет обеспечена только при условии постоянного прекращения огня, прекращения агрессии и ухода с каждой пяди сектора Газы. Предоставление срочного и надлежащего жилья и оказание помощи нашему народу и жителям Газы являются наивысшим приоритетом, и любой процесс обмена не может состояться до достижения всего этого. Кортеж Владимира Зеленского попал под российский обстрел в Одессе. Такими заголовками пестрила греческая пресса, а вместе с ней ликовали и российские пропагандисты. После этого удара украинский президент остался жив, уточняет Прототема. Хронология была такой. Зеленский встретился в Одессе с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Говорили о портовой инфраструктуре, были в городе, и в этот момент произошла ракетная атака. Мицотакис назвал событие впечатляющим опытом. Алла Пугачева нокаутирует Стаса Михайлова. Конечно, не ударом в челюсть, а так, пока словесно. Примадонна отреагировала на слова путиниста, который уверен в том, что уехавшие из России артисты, которые по сути выступили против войны и не поддержали действия диктатора Путина, еще приползут на коленях и будут целовать ноги. Так вот, Пугачева с этим не согласна, а Михайлову посоветовала копить деньги, пока есть возможность. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда.
Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернуть, ей-богу, скажу, что думаю. А что я могу сейчас? Ты, Стасик. И еще одна новость из мира животных. Не повезло коню в городе Осинники в Кемеровской области России. Он внезапно стал подарком к 8 марта. И все бы ничего, но затащили коня в квартиру. Кто автор такого оригинального подарка, спросите вы. А мы его покажем. Типичный, вероятно, русский романтик. Говорит, был пьян, ничего не помнит, дорогу домой запомнил, жене подарок вручил. Она, кстати, судя по всему, была не против. Конем даже похвасталась в соцсетях. За что вы были задержаны? Чего, лошадь привел в дом, в квартиру. Почему вы решили устроить жене именно такой сюрприз? Я не знаю. Фигуру не помню просто. И почему решили привезти животное прямо в Я даже квартиру? не понимаю, что я вообще делал. Вообще не понимаю. Просто совсем был очень пьян. Раскаиваетесь? Конечно. Больше так делать не будете? Никогда в жизни. Закодируюсь. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.